Добро пожаловать, с вами Ольга. Сегодня представляю вам вот такой вот клатч. Предлагаю сшить вместе со мной. Получился вот такая универсальная величина. 28 сантиметров по верху, по низу это будет по донышку 22 сантиметра. И высотой 15 сантиметров. Вот посмотрите, какая прелесть получилась. Застегивается на магнитную кнопочку, имеет два отделения. Вот видите, тоже здесь магнитная кнопка и здесь на молнию. Получился очень удобный, вместительный клатч. Выкройку я сделала уже давно и делала, знаете, по фотографии. Там не было самой выкройки, была просто вот такая сумочка, и я уже свои размеры начертила. Ну, получилось очень здорово, поэтому рекомендую сшить вам тоже такую сумочку. Вот, сделала я бумажный шаблон этого верхнего клапана. Вот 11 сантиметров и по верху 18 сантиметров. Края скруглила. Вот из джинсовой ткани выкроила такую заготовку по всем краям. Сделала припуск на шов по сантиметру. Из кожаной детали по 0,5 со всех сторон. Также выкроила две полоски джинс из джинса. С одной стороны, видите, сделала небольшую бахрому. Будет край не обработанный. Вот длина его примерно 37 сантиметров, высота 5. Почему примерная вот длина? Потому что будем закладывать складки, и ну, зависит от того, какой глубины будут ваши складки. Может быть, даже останется лишнее. Вот теперь край вот здесь нам нужно заутюжить по шаблону. Этот шаблон я приколола булавочками. Припуск на шов по закруглению сделала по припуску вот такие вот надсечки. И все, иду и заутюживаю утюгом. Вот такая заготовка в итоге у меня получилась. Все убираем. Вот кожаную деталь я также проклеила дублерином. Вот видите, припуск не проклеивала. Так, вот эти две полосочки нам нужно стачать между собой. Вот я их тут прострочу, отверну припуск в одну сторону потом и прострочу отделочные строчки. Вот эту полосочку мы будем вот сюда пришивать и закладывать складки. Ну, расположу вот так по центру шов стачивания и буду уже в стороны распределять склады. Вот в итоге у меня вот так получилась вот такая заготовочка. Вот видите, вот этот шов должен быть закрыт. Кожаную детальку мы будем накладывать, и уже швы не будут видны. Вот. От старой сумки у меня была вот такая железочка. Ну, для декора решила сюда ее установить. Размечаю, где нужно сделать надсечки, проколы, чтобы ее установить в дальнейшем. Я думала ее потом попозже установить, так как нужно кожаную деталь вот тут нам притачать. И думала, что будет она мешать. Лапка, может быть, ее будет задевать. Так, вот этот клапан у нас будет застегиваться на магнитную кнопочку. Сразу установим одну из деталей. Также размечаем, где нужно сделать проколы, и будем устанавливать деталь магнитной кнопки. Устанавливаются они очень просто. Вот сделали вот такие вот отверстия. Засунули вот эти металлические ушки, продели.
Дальше идет вот такое вот колечко с отверстиями, в которые вдеваются вот эти ушки. И эти ушки разгинаем в стороны. Вот и все. Деталь установлена. Вот, и сразу решила установить вот эту вот железную штучку. Здесь уже видите два крепления, две пластинки, в которые вдеваем ушки, и также их разгинаем в стороны. Так что из старых сумок выпарывайте, отвинчивайте всю фурнитуру так же, как и я. У меня из старых сумок идут в ход и молнии, и магнитные кнопочки. Сумочка сама идет на мусорку, а фурнитура еще пригодится. Вот, видите, вот так вот установила. Теперь я буду настрачивать ее на джинсовую деталь. Вот, прострочила вот так. Все, наша деталька, вот этот клапан уже готов. Так, вот это задняя сторона сумочки, вот ее размеры вы видите. И между этих деталей буду вшивать вот этот клапан. Обратите внимание, что он немного меньше, да, по ширине, чем эти детали. Вот, пришила, и теперь вот так отвернув, прострочу отделочную строчку. Да, вот эти вот 2 на 2 уголочки, можно их даже и не вырезать, а потом сделать донышко. Ну вот я вот так вот вырезала. Все, задняя деталь наша готова. Теперь займемся передней. Вот размеры этих деталей, которые пойдут на переднюю сторону сумочки. Желтая ткань — это подклад. Вот эти две полоски нужно стачать между собой, так же, как мы делали на передней детали. Вот так. Вот. Вот эту полосочку мы также будем закладывать складочками. Сейчас я решу, как я их буду делать, и покажу, что в итоге получилось. Вот, видите? Вот так вот сделала с закруглением. И все лишнее срезаю. Теперь деталь подклада подкладываем под низ и настрачиваем на нее джинсовую деталь. Вот по всем срезам я настрочу, а верхний край я буду вот так обрабатывать. Выкроила джинсовую полоску с запасом по ширине. Настрочу ее вот так вот на ширину лапки. Вот. И отступив 2-3 миллиметра от простроченной строчки, срежу лишнее. Вот. Теперь вот эти детали нам нужно сострочить и сделать отделочную строчку. Теперь накладываем эти две детали друг на друга и будем их
сострачивать. Примерю, чтобы они были одинаковой высоты. Вот чуть-чуть поднять. Все. Сострачиваю по боку, и здесь, и по дну. Вот получилась вот такая передняя часть сумки. Здесь установлю также магнитную кнопочку. Вот, прикрепив к ней вот так вот вторую детальку от этой кнопки, размечу, куда нужно продеть ушки. Вот. Опять сделаю отверстие и продену вторую детальку от этой кнопки. Вот и все. Застежка установлена. Теперь можем соединять переднюю и заднюю части сумки. Соединим бока и по дну. Вот, прострочила я вот эти уголки, не застроченные пока что остались. Выкроила 2 детали на подклад. Вот величиной примерно такой же, как и сумочка. Также 2 детали для обтачки, проклеенные дублерином. Вот располагаем их вот таким образом. Берем молнию и укладываем ее бегунком вниз. Вот так. И расправляем в стороны. На деталях обтачки от каждого края отложу по 3 сантиметра. Вот сделаю вот такие отметки. По 3 сантиметра. Вот. И от метки до метки будем притачивать молнию. Так, край подверну и буду пристрачивать до следующей метки. Вот так. И на другой обтачке также. Вот, настрочив молнию, теперь поверх молнии я приложу детали подклада и настрочу сверху. Вот так в итоге получилось. Теперь сделаю отделочную строчку по подкладе на 0,1-0,2 сантиметра. Молнию укорочу, оставив небольшой хвостик. Вот. Молнию подверну вот таким вот образом. Обогну кожаной полосочкой и настрочу вот так вот. Закреплю этот кончик.
Вот, вот так вот получиться должно. И вот это вот лишнее, да, лишнюю кожу, которая осталась, просто срежу по краям. Теперь обязательно нужно все это застегнуть, приложить к основным деталям и обрезать лишнее на подкладке, лишнюю длину. Вот совместив, вот видите, вот это все лишнее срезаю. Вот, срезав лишнее, теперь сострочу бока и низ. По низу оставлю отверстие в подкладке для выворачивания. Здесь сострочу углы, сделав плоским донышко. Вот померю 3 сантиметра. И потом, когда я сострочу уже бок и низ, вот этот угол разверну и сделаю уголочки застроченными на подкладке. Вот все. Вот эти уголки должны быть одинаковыми. Теперь клапан просовываем вовнутрь, заправляем. Подкладку выворачиваем, чтобы наши детали были лицом к лицу. И вкладываю вовнутрь. Совместив боковые швы, прострачиваю по кругу. Вот, когда прострочили, теперь выворачиваем через отверстие, оставленное в подкладке. Вот, вывернули. Теперь я буду смотреть, куда же я буду устанавливать вторую детальку от молнии, видите, которая на клапане установленная. Сейчас я пока что прострочу вот тут по верху, по кругу, на ширину лапки. Вот, прострочила. Теперь застегну и посмотрю, куда нужно установить вторую деталь. Так, получается вот сюда. Вот так, даже пониже. Все размечаю и устанавливаю вторую детальку. Вот так. Вот, все установили. А потом здесь я сделаю закрепочку. И вот эти детальки видно не будет, задние стороны этих деталей. Вот посмотрите, какая сумочка получилась. Очень симпатичная. Вот. Вот здесь я сделала закрепочку прям в шов. Все, спрятав ненужное. Здесь размахрила. Вот, осталось мне зашить отверстие в подкладке. Вот в итоге получилась вот такая очень удобная сумочка. Смотрите, классно получилось, так что советую вам сшить тоже такую. Вот. Очень красиво получилось, мне очень нравится. Но я желаю вам всего самого хорошего. До скорых встреч и всем пока-пока.